Виктор смотрел в окно, наблюдая, как осенний дождь размывает очертания деревьев во дворе. 30 лет назад он посадил эти яблони вместе с Алиной. Теперь деревья выросли, а их брак увядал, как опадающие листья. «Анна приезжает завтра». Голос Алины прозвучал из кухни. Она написала, что привезет своего жениха. Виктор глубоко вздохнул. Их дочь не была дома уже 2 года. После окончания университета она осталась работать в другом городе и теперь приезжала только с важными новостями. «Ты слышишь меня?» Алина вошла в комнату, вытирая руки о кухонное полотенце. «Слышу», — коротко ответил Виктор. «Хорошо, что она нашла кого-то». Алина присела на край дивана. В последние месяцы они с Виктором почти не разговаривали, кроме как по бытовым вопросам. 2 чужие души, живущие под одной крышей. «Виктор, нам нужно поговорить». Она сложила полотенце аккуратными движениями, как будто собирая слова. «Анна не знает о нашем положении. О том, что мы подали на развод?» Он произнес это слово резко, как будто отрывая пластырь. «Да. Она думает, что у нас все по-прежнему. И сейчас, когда она привозит своего Михаила...» Алина замолчала, подбирая слова. «Может, не стоит омрачать ее радость?» Виктор повернулся от окна, внимательно глядя на жену. В тусклом свете пасмурного дня ее лицо казалось мягче, моложе. На мгновение он увидел ту девушку, которую встретил 32 года назад. «Ты предлагаешь солгать собственной дочери?» «Я предлагаю подождать с новостями, хотя бы на эти выходные. Пусть она познакомит нас с Михаилом, не беспокоясь о нас». Виктор хотел возразить, но увидел тревогу в глазах Алины. Она всегда была хорошей матерью, даже когда между ними пробежала трещина. Уважаемые зрители, будем очень благодарны, если вы подпишетесь, поставите лайк и напишите комментарий. Это очень помогает нам. Спасибо за вашу поддержку. «Хорошо», — наконец согласился он. 2 дня притворства. Ради Анны. Анна приехала на следующий день. Когда такси остановилось возле дома, Виктор и Алина вышли встречать дочь вместе, как они делали всегда. Анна выскочила из машины, сияя от счастья. За ней вышел высокий молодой человек с приятной улыбкой. «Мама! Папа!» Анна обняла родителей. «Познакомьтесь, это Михаил». Михаил крепко пожал руку Виктору и вежливо поцеловал в щеку Алину. «Очень приятно познакомиться. Анна так много рассказывала о вас». За ужином Виктор и Алина играли свои роли. Они сидели рядом, передавали друг другу блюда, обменивались улыбками. Алина даже положила руку на плечо мужа, когда он рассказывал историю о том, как Анна в детстве боялась грозы. «Твой отец тогда построил тебе картонный домик прямо в гостиной», — с теплотой в голосе сказала Алина. «Сказал, что это специальный бункер от грома». «Помню», — улыбнулась Анна. «А ты, мама, сидела со мной там всю ночь, пока гроза не закончилась». Виктор посмотрел на жену. В ее глазах блеснули слезы. Он не помнил, когда в последний раз видел такую нежность на ее лице. «Вы удивительная пара», — заметил Михаил. 30 лет вместе — это впечатляет. 32. Автоматически поправил Виктор. Мы познакомились в библиотеке. Алина работала там после института. И он приходил каждый день, якобы изучая какую-то научную работу, подхватила Алина. А сам даже не знал, что там написано. «Я просто хотел видеть тебя». Слова вырвались сами собой.
и Виктор удивился, насколько искренне они прозвучали. Алина на мгновение замерла, а затем улыбнулась. Настоящей улыбкой, которую он не видел уже много месяцев. Вечером, когда молодые люди ушли в комнату Анны, Виктор помогал Алине убирать со стола. «Ты хорошо справляешься», — тихо сказала она, передавая ему тарелки. «Ты тоже». Виктор взял тарелки, их пальцы на мгновение соприкоснулись. «Знаешь, я давно не вспоминал о библиотеке». «А я помню каждый день», — неожиданно призналась Алина. «Как ты приходил всегда к закрытию, чтобы проводить меня домой. И как мы гуляли до полуночи», — добавил Виктор. «А потом не могли расстаться, и я опаздывал на последний автобус». Алина тихо засмеялась, и этот звук напомнил Виктору о временах, когда они были молоды и полны надежд. «Что случилось с нами, Алина?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Жизнь». Она пожала плечами. «Работа, быт, усталость. Мы перестали видеть друг друга». Виктор вытер руки и коснулся ее лица. Так осторожно, будто прикасался к хрупкому фарфору. «Я никогда не переставал видеть тебя», — прошептал он. «Просто забыл говорить тебе об этом». На следующий день Виктор проснулся раньше обычного. Он спал на диване в кабинете, пока Алина занимала их спальню. Но сегодня он решил сделать что-то особенное. Когда Алина спустилась на кухню, там уже стоял завтрак, блинчики с медом, ее любимые с юности. «Ты помнишь?» — удивилась она, глядя на стол. «Конечно, помню. Ты ела их каждое воскресенье, когда мы только поженились, а потом я перестал их готовить, сам не знаю почему». Алина осторожно попробовала блинчик. Вкусно, как тогда. Виктор наблюдал за ней, вспоминая их первые годы вместе, когда каждое утро начиналось с улыбки. «Где молодежь?» — спросил он, наливая чай. «Наверное, еще спят. Михаил хороший парень, правда?» «Да», — кивнул Виктор. «Она сделала правильный выбор. Как и я когда-то», — тихо добавила Алина, глядя на мужа поверх чашки. Их взгляды встретились, и в этот момент входная дверь открылась. Анна и Михаил вернулись с утренней пробежки, румяные и счастливые. «Вы уже проснулись?» — воскликнула Анна. Блинчики. Папа, ты приготовил мамины любимые блинчики?» «Я никогда не забывал, что любит твоя мама», — ответил Виктор, чувствуя, как что-то защемило в груди. Анна подошла и обняла их обоих. «Знаете, я так вами горжусь. Смотрю на вас и думаю, вот какими мы с Мишей будем через 30 лет». Виктор и Алина обменялись взглядами. В глазах Алины читалось то же смятение, что испытывал он сам. «Милая, брак — это тяжелая работа», — начала Алина. «Но когда ты действительно любишь человека, эта работа стоит того», — закончил Виктор, глядя не на дочь, а на жену. Вечером они устроили барбекю во дворе. Виктор жарил мясо, а Алина готовила салаты. Они работали слаженно, как единый механизм, понимая друг друга с полуслова. Анна с Михаилом смотрели на них, держась за руки. «Расскажите, как вы поняли, что хотите быть вместе всю жизнь?» — спросил Михаил, когда они сидели за столом. Виктор отложил вилку, задумавшись. Несколько месяцев назад он бы не смог ответить на этот вопрос, но сейчас воспоминания нахлынули с неожиданной ясностью. «Это было на Новый год», — начал он. «Мы встречались уже полгода. Алина заболела гриппом, и мы отменили все планы. Я пришел к ней домой с бутылкой шампанского и лекарствами.
Он сидел со мной всю ночь, подхватила Алина, и ее голос дрогнул. Мерил температуру каждый час, а в полночь достал из кармана коробочку с кольцом и сказал: «Я сказал, хочу встречать с тобой не только этот Новый год, но и все последующие», — закончил Виктор. И она согласилась, несмотря на жар и насморк. Анна и Михаил рассмеялись, а Виктор смотрел на Алину, которая смахнула слезу. Он понял, что расплывчатая грань между игрой и реальностью окончательно стерлась. Поздно вечером, когда молодые снова ушли наверх, Виктор и Алина остались во дворе, убирая со стола. «Странные выходные», — заметил Виктор. «Никогда не думал, что буду так убедительно лгать собственной дочери». «А ты лгал?» — спросила Алина, глядя на звездное небо. Виктор остановился, держа в руках стопку тарелок. «Не знаю», — честно признался он. «Кажется, где-то посередине я начал говорить правду». Алина подошла и взяла тарелки из его рук, отставив их в сторону. «Виктор», — она впервые за много месяцев произнесла его имя с нежностью. «Мы развелись бы, если бы в глубине души не любили друг друга». «Что ты имеешь в виду? Может быть, мы просто забыли, как показывать эту любовь?» Она взяла его за руки. «Эти 2 дня, они напомнили мне, какими мы были и какими могли бы быть снова». Виктор сжал ее руки, ощущая знакомое тепло, по которому, оказывается, так скучал. «Я не знаю, сможем ли мы все исправить», — тихо сказал он. «Но я хочу попытаться. По-настоящему попытаться». Алина поднялась на цыпочки и коснулась его губ своими. Осторожно, будто впервые. Виктор обнял ее, и в этом объятии было обещание. Не сдаваться, не отпускать, начать заново. На следующее утро Анна и Михаил собирались уезжать. Виктор загрузил их чемоданы в багажник такси, а Алина вручила им пакет с едой на дорогу. «Спасибо вам», — прошептала Анна, обнимая родителей. «За все. За то, что вы такие настоящие». «Приезжайте на свадьбу», — сказал Михаил, пожимая руку Виктору. «Нам есть с кого брать пример». Когда такси скрылось за поворотом, Виктор и Алина остались стоять на дорожке. Игра закончилась. Настало время для правды. «Я позвоню юристу завтра», — произнес Виктор. «Скажу, что мы отзываем заявление». Алина посмотрела на него с надеждой. «Ты уверен?» «Абсолютно». Он взял ее за руку. «Знаешь, эта ложь во спасение, она спасла не только Анну от разочарования. Она спасла нас от самой большой ошибки в нашей жизни». Они медленно пошли к дому, который 30 лет был свидетелем их любви, ссор, примирений. И теперь, возможно, станет свидетелем нового начала. «Знаешь, я подумала», — сказала Алина, когда они поднимались по ступенькам крыльца. «У нас скоро годовщина свадьбы. Может быть, отметим ее как-нибудь особенно? Как раньше?» Виктор улыбнулся и поцеловал ее в висок. «Как угодно», — ответил он. «У нас впереди их будет еще очень много». И они вошли в дом, держась за руки, как когда-то давно, когда их история только начиналась. Уважаемые зрители, будем очень благодарны, если вы подпишетесь, поставите лайк и напишите комментарий. Это очень помогает нам. Спасибо за вашу поддержку.